Дамы и господа, здравствуйте. Ну, по превью вы догадались названию ролика, о чем пойдет речь, да? Норвегия, правильно. Рыбалка, отдых, покатушки на лодке, шашлык-машлык. Да, пришло времечко, и у нас Норвегия по плану. Завтра в 3 ночи мы выезжаем, послезавтра у нас паром. Сейчас я еду в гараж. Дахбокс надо поставить, укрепить. Транспортировочный этот бокс. Удочки, гриль, снасти, вещи, короче, надо все загрузить. Также продукты завтра загружу, мясо наморозил, шашлык-машлык. И я еду не один, я взял с собой 2 туристов, пенсионеров. Папа, дядя, пенсионеры оба, ну, рыбаки заядлые, нравится им рыбачить. Поехали. Я для них придумал такой небольшой уберашинг, сюрприз. В общем, я скажу им, да, когда по приезду, то, что кто поймает самую большую рыбу, вот с таким глазом, получит сюрприз. Приз получит. Вот. А что получит, я не скажу. Ну, вам я расскажу, это будут часы хорошие фирмы. Рекламу не буду говорить. Фирму, реклама. Качественные, хорошие часы получат по уезду с Норвегии. Завтра в 3 ночи выдвигаемся. Проехать надо всю Данию. Из Дании идет паром на Кристиансанд. До 3 часов идет паром. На этой анлаге я был, наверное, раз 9-10 точно я бывал уже на югах. Вообще планировали с Лофотен, не получилось, кое-что не срослось, так как папик уже старенький, 74 года, да, и ехать 3 суток почти. Решили мы не ехать туда далеко. Мы и то в Дании, в Хирсхальсе сняли хороший отель, прямо напротив аквариума, там, со всего мира рыбы в этом аквариуме. Там несколько аквариумов. Так что сначала чек-ин, отель, и будет, если времечко, сходим с вами, я также покажу вам этот аквариум, сделаем обзор отеля. Ну и также будут рыбалка, обзоры путешествий везде, где мы будем. Кстати, у нас в этом году много чего запланировано. Мы едем в Швецию, в северную, далеко-далеко, Лапландия. Также Турция будет, еще не знаю когда, но осенью, скорее всего, будет Турция. Поедем. И чтобы все это интересно не пропустить, все эти вкусняшки, подписываемся, ставим колокольчик, также комментируем, помогает, да, комментарии, это помогает продвигать ролик немножко, да, для алгоритмов. Ну, нет, так нет, тоже не надо. Ну, сейчас я еду в гараж, грузиться, и завтра выезжаем. Что, погнали! Утро следующего дня. Вчера мы успешно загрузились, но я вам не стал показывать ничего, потому что вчера ужасная погода была, гром, молния, дождь шел, в общем. Не стал я камеру нигде выставлять, надо было быстренько все красивенько сделать. У нас сейчас 4 утра, посмотрите, как светло, красивенько, да, вот я вам сейчас кадры вставлю красивенькие. Солнышко только-только входит, туманчик. Обязательно, это навигация разговаривает. И мы выехали, сзади сидит папа, готов к рыбалке. У нас длинная дорога сегодня, нам проехать надо, ну, километров, наверное, 800. Едем мы до Дании, город Хирсхальс. Там у нас ночевка, и завтра утречком паром на Кристиансанд. Вы остаетесь, смотрите, комментируете, лайкаете. И небольшая вам рекламка. Я вам включу музычку. Оставлю линк в комментарии, в описании. Я еще не проснулся. И кому нравится музыка регги, подписываемся, слушаем. Тоже буду рад. Наш новый канал. До встречи. Включение у нас такое еще одно. Мы проезжаем город Хамельн. Чем он знаменит? В нем было очень много крыс. Очень много крыс. В 1080-х, 70-х годах. Нет, 1800 каких-то годах, в общем. И жил такой мальчик Нильс с дудочкой. И он спас этот город. Окей, это легенда, сказка, это братья Гримм написали все.
легенду, сказку про этот город, но, по крайней мере, вот посмотрите, я вам красиво покажу сейчас. Вот речка, вот это самое, куда он завел своей дудкой крыс. Вот такой вот еще исторический городишко небольшой. Прошел ровно час нашей поездки, и мы в Ганновере. Экспо 2000. Те, кто знает, как это все строилось, кто увидел, ставьте лайк. Там вообще раньше поля были одни, сейчас все застроилось, я вам покажу, сейчас камеру поверну. Мы едем забирать еще одного пассажира, так как в этот раз мы не вдвоем. Я, кстати, вам говорил, едет папа мой и едет дядя мой. И вот едем забирать дядю. Нам осталось до него тут 2 километра, 3 километра. Конечно, расстроили за 25 лет они. Да, они до Экспо 2000 еще построили все это были. Ужасно как расстроилось все. Землю забирают у крестьян, у бауров. Строят многоэтажные дома, человейники. Успешно пассажира мы забрали. Помашите ручками все в камеру. Вот они сидят. Дядя, папа, 2 рыбака. Вот они машут, да. Едем, отъехали мы от Ганновера, сколько мы отъехали? Километров 70, у нас сейчас будет пауза, заедем мы в русский ресторан «Вкусная точка», попьем кофеечку и едем дальше. Ну и что-то вам покажу, кстати, снимали ролик, где дом вот так перевернутый стоит, и его немножечко покажу. whispers what words can't say. Through the hiss and hum, the warmth is real. This is the heartbeat you can touch and feel. Feel the crackle in the rhythm, sway like a dusty groove on a golden day. Tape spins slow, but the vibe's alive. We're riding the sound where the soul survives. The sun's gone down, but the music stays. Moonlight shines on the record's maze. Each revolution a memory spins in this analog world. Вы видали, да? Только что мы проехали туннель, Эльб-туннель, который проходит под водой, под Эльбой, в общем. Его очень давно уже начали строить, его построили, тут все стройка идет, выехали, стройка. И, кстати, очень хорошо, да, удобно, не надо через весь город как-то там хреначить, туда и сюда. Там мост, в принципе, есть для большого транспорта, который Гефар, опасный транспорт, скажем, возит. Ему в туннель нельзя заезжать, и они с правой стороны мост построили, дождь давно уже, через мост ездят, а все остальные едут по туннелю. И вот мы сейчас выехали, солнышко светит, погода шикарная, и мы направляемся в Фленсбург. Нам еще, скажем так, Катцерспрунг, это прыжок кошки, и мы находимся во Фленсбурге. Идем красиво отдыхать, в магазинчик надо сходить. Я забыл пенку для бритья, кстати. Я же должен красиво выглядеть, вы же будете меня сейчас на протяжении 2 недель всегда видеть. Вот, и там еще хороший рыболовный магазин находится. Надеюсь, открытый, сегодня воскресенье, надеюсь, открытый. И
покажу магазинчик вам рыболовный, что там есть, и мне нужна еще удочка, наверное, нужна. В общем, будем посмотреть. Все, остаемся на связи. Проехали мы 400 километров, в принципе, даже не заметили. Автобаны пустые, сегодня воскресенье. Стройки, где были, совсем чуть-чуть. А так вообще прекраснейшие, да, едем. Нигде в пробках не стояли, что шикарно. И сейчас мы едем Хандевид, Фленсбург Хандевид, немножко закупиться. Может быть, удочку себе прикуплю. Такую мягенькую, длинную. До 20 грамм воргевид хочу себе купить. Ну и покушать, кофейку попить. И датский хот-дог, наверное, у нас есть. Там хот-доги должны продавать. И сделаю, наверное, небольшой обзор магазинчика вам рыболовного. Feel the rhythm, feel the sway. Let the heat take you away. In the night, we come alive. Under stars, we thrive, we thrive. Move your body side to side. Catch the wave, enjoy the ride. Let it flow, let it glow. Dance until... Ну и что, друзья, вот мы приехали в этот магазинчик. Жалко то, что рыболовный магазин я вам не покажу. Закрыто, воскресенье закрыто, а вот сюда мы сейчас зайдем. Я забыл пенку купить, чтобы броиться вкусненько было, да, красивенько. Вот, и мы сейчас зайдем туда. Он тоже, кстати, с 11 открывается, слишком рановато мы. Вот в этот магазин пойдем. Люда там кофеечек пьет уже аккуратненько. Так это. Дядя с папой обсуждают, какую рыбу большую сам первый поймает. Я им еще ничего не говорил, кстати, я вам уже рассказывал, они получат приз, часы, шикарные часы, кто большую рыбу. Но мы так подумали и решили, ну я подумал и решил, обидно будет одному подарить, да, он большую рыбу поймал и часы получил, да, а другой маленькую рыбку и ничего не получил, обидно. И я, в общем, купил еще одни такие же часы, только другого цвета, скажем так. Но это я в тайне все молчу, за маленькую рыбу получат тоже шикарный приз. В общем, пускай два брата наслаждаются. В общем, беспроигрышный вариант. Как-то так. Все, ждем, пока магазин откроется. Ну и что, прогуляемся мы с вами сейчас. Магазинчик скандинавский. Это тот, который... Самый который, да. Что тут есть? Тут есть все. Но мне надо только чем побриться. Вы видите пену? Подскажите мне, где пена. Так. Подожди, это что это? Нет, это Део. Свернись, свернись. Так, ну и что, мы сейчас быстренько проберемся, покажу вам. Ну, в принципе, все как в любом магазине. Все как в любом магазине. Цены только указаны и в датских кронах, и в немецких, то есть в европейских. Ой, кстати, вот можно сравнить батон, да? 79 центов. Вот, а я покупал их по 99 в Лиделе или в Алди, да? Тут даже дешевле, скажем так. Вот так вот. Папик, здравствуйте. Пойдем алкоголь еще посмотрим, цены сравним. Так, и быстренько мы сейчас идем. Народу, ну, закупают, скажем, 90% скандинавы, датчане и туристы, те, которые через этот район, магазин, заправиться, купить что-то. Так, ну и смотрим. Кому цены нравятся, пишите, не нравится, тоже пишите. Хотите узнать, ставьте на паузу. Но тут меня это сильно не интересует, я вино не употребляю и вам не советую. Баночное нельзя покупать, а вот посмотрим сейчас крепкие напитки. Так, вот это тоже почти не крепкие. Вот здесь уже, вот это тоже лучше выглядит. Hennessy VSOP у нас стоит 60 евро, пол-литра, не 0,7.
Hennessy, Реми Мартин 40. Ну, 40, в принципе, duty free стоит 35, да. Вот, тут подороже. Текила, которую я тоже не пью, и вам не советую. Финланд и Абсолютик. Ну, Абсолют сюда идет. Финланд тоже, кстати, хорошая водка. Не реклама. Ну, все. Времечко мы терять не будем. Мы сейчас едем дальше на границу. И вот и опять коньячки всякие. Вот, смотрим цены. Паузу нажимаем. Ну, для Германии это, скажем, на пару процентов дороже стоит. Поэтому скандинавы тут, немцы мало кто алкоголь. А вот и наш этот, птичка. А что у нас нормальная птичка стоит? Ну, чевасик 35 литровый. Ну, у нас можно 20-ку 0,7 купить, уже дешевле у нас. И птичечка, это самая вот дешевая, 17. Я ее в Ангиботе на острове покупаю за 13. Да, пятерка дороже. Вот. Нет, значит мы купили вот такую шнягу и идем на выход. Так, ну что, други-подруги, мы тронулись. В общем, хот-дог мы не поели, они не открылись, а время у нас нету ждать. И что, рыболовный магазин не откроется завтра в 9. В принципе, я предложил уже, кто хочет, может оставаться ждать. Все, купили мы чем побриться. Ну и все, мы едем. Сейчас через пару минут граница. Ничего нового, ничего не изменилось. Последний раз я тут был, я не знаю, года 2 назад, 3. Раньше был чаще. Все. Вперед. И впереди нас ожидает грэнс-контроля. Граница. Дания, Германия. Или Германия, Дания. А я никого не вижу, в принципе. Не проверяют аусвайс. А что это за синий флаг какой? Это, ну, скандинавский. А что, обычно вот так на дороге стоит? Да, вот бывает там стоят палаточка, тебя выдергивают и иди сюда. Бывает тут стоит, он просто аусвайс покажешь ему и дальше проехал. Сейчас никого нету, да? Это еще немецкий будет. Мне кажется, и вечером стоят, нет? Да, по-разному, да. По-разному. Ну, сейчас все спокойно, да. Но это сейчас, я думаю, немецкий. Нет, кстати, нет, все, мы в Дании, все. Все, друзья, мы в Дании. Поздравляю вас. Свет не выключать. 70, 100. Сейчас мы ищем хорошую стояночку и будем кушать. Все то, что взяли из дома. Да, хотели вкусно покушать. Хот-доги. Закрыто все, к сожалению. Sunshine kissing my face. Oh yeah. Feeling the rhythm, life's a sweet embrace. Проехали мы, значит, 730 километров. Я немножко устал. Как будто 1500 в Швецию проехал. Едешь и едешь, поля. Это до невозможности уже, да? Вот я вам сейчас камеру включил. Это туннель, да, вот единственное сейчас такое красивое место, наверное, красивое, необычное, куда мы заезжаем. Кстати, он проходит под какой-то речкой, пролив, наверное, или еще что-то. И нам осталось до цели 36 минут, 64 километра. И мы в отеле. Потом мне дядя пообещал налить своего коньячка. Сказали мне, можно немножко выпить, так как я их вез сегодня весь день. Сальцем закусить. И вряд ли мы успеем в аквариум уже. Жаль, конечно. Там такие большие акулы. Ну, посмотрим, может, до скольки он работает, смотря. Белые ночи, в принципе, может, они круглые сутки работают для туристов, а уснам для нас. Ну, обязательно покажу, если будет открыто. А мы находимся, где мы находимся, нахрен, какой город называется? Вот какой-то Нёрезундби. Короче, вот тут мы находимся. По дороге я такого больше ничего не снимал, так, ну, правда, снимать нечего, да. Поля, карликовые деревья.
Получили мы ключ. Комната 1306. Добрались мы. Это 1303, 1304. А они орут идут, они как гуси орут там идут, как гуси орут идут. Им весело, они коньячка накатили. Им весело. Так, 1306, да? 1306. Наша. Ну и посмотрим. Ну что я вам скажу? 4 звезды, ребят, 4 звезды отель, да? 1307. Да, вот такая комнатка у нас, значит. Мини-бар, all-inclusive. А сюда надо карту воткнуть. Втыкаем карту, у нас работает свет, у нас большая кровать. У нас есть... Что у нас? У нас есть чайник. У нас... Я быстренько вам все покажу. Вот он, я такой усталый, здравствуйте. Есть шампунь, полотенчики, ну так, в принципе, все чисто. Но 4 звезды он не вытягивает, поверьте мне, потому что я в отелях 90% в году проживаю по работе. Ну, в Германии. Я редко в Скандинавии бываю в отелях. Телевизор, мебель темненькая. Ну, в принципе, на ночь пойдет 80 евро с человека, то есть 160 евро стоит комната. Вот она, наша терраса. Вот тут мы будем сейчас рюмочку выпивать, там парплаца. Все, в принципе, ничего необычного здесь нет. На этом пока я с вами прощаюсь, но не совсем. Ну что, други-подруги, мы прекрасно доехали. Вон два товарища. Дядя, папа. Мы идем к гитлеровскому бункеру. Ну, нельзя такие слова говорить в Ютубе. Ютуб такое не любит. Ну, это строения бетонные, соорудительные вермахта, скажем так. Я покажу вам, сооружения такие есть. Я их много раз видал, правда, уже, да, сколько раз был тут. В этом отеле первый раз. В аквариум не попал, до 17 часов только он работает. Жаль, конечно, жаль. И сейчас мы прогуляемся в сторону Гафена, порта. Там сооружения, которые оборонительные немцы строили во время Второй мировой войны. Бетонные. Некоторые, правда, просели в песке уже, да. Ну, посмотреть можно так. Кому интересна история. Кому нет, ну. Вот. А завтра паром у нас. Завтра паром. Шикарный завтрак и паром. Оделся, видите, курточка и, видно, шортики. Да, шортики. Погода пипец, посмотрите. Все затянуло, там где-то винтрейда крутится. Все затянуло ужасно туманом. И будет очень обидно, если мы завтра подойдем в Норвегию, в фьорды, и я не смогу с парома ничего снять. Это будет очень-очень обидно, конечно. Но хотя Норвегия это уже совсем другая сторона. Знаете, погода меняется. Если что посмотреть в этом городе, в Хирсхальс, да нет, Тотехоза здесь ничего нету. Пару заправок, пару отелей. Застройка вся низкая, куча песка, барханы везде. И вот такие вот улочки, да, индустриальные. Там дядя с папиком. Кстати, вот первый бункер. Вот он первый, видите, бетон. Это он просел уже. Он со временем, с каждым годом проседает, да, это тысячи тонн бетона или сотни тонн бетона там круглый. И вот тот большой, который ближе подойдем, это вторая рая была, полоса. И там еще что-то есть, кажется. Я бродил, ходил, даже внутрь в какой-то зайти даже можно. Правда, грязь, бардак. Ну, в общем, остаемся, смотрим. Подошли немножко ближе. Вон, видите, вдалеке бетон, это тоже он. И это тоже он. Тут старички уже что-то тут шнуфливают, смотрят. Ну вот, зайди, посмотри, что там. А, в туалет там ходят, ну понятно. Ну, ясно. Да, вот еще один стоит. Ну, сейчас мы перейдем на ту сторону. Так, вы сильно не выражаетесь, да? Пойдем, тихо. Не выражайтесь. Пойдемте, тут более-менее ухоженный такой. Там накакали там. 94, пожалуйста. Вот мы посмотрим. Город 919 создан, наверное. Я не читал. ChatGPT спросите. Все расскажет вам. Также, кому интересно, вот так он выглядит на картинке, на красивой. Уберу всю хрень. Нажимаете паузу, читаете. Английский, датский. Вернее, английский, датский. И тут сканируете, можете сосканировать.
также все посмотреть. Видите, пойдем прогуляемся, еще клещей натаскать надо датских, вообще будет шикарно. Да, наверное, ну не знаю. Речка. И вот он, строение, бетонное строение. Они вдоль берега идут. Посмотрите, вот дальше бетон. Не, вон то нет, это какая-то ракета лежит. Вот это тоже ужасно, я скажу вам, очень ужасно. Воняет. Я, наверное, дальше не пойду, я боюсь. Да, мне страшно. Вот. Дядя Саша, не ругайтесь, выходите отсюда. Ругайтесь, да, все засрано тут. Ну, не любят нашу историю свою, это они. И немножко вида вам теперь с другой стороны, бункер. И посмотрите, да, вот еще один бункер. И смотрим дальше. Вы видите, вон крутятся эти винтрейда. Вот это все, это было море. Это буквально я это даже еще видел. Когда вот где желтый контейнер стоит. Вот это все было море. Я тут сам даже это успел увидеть. Сейчас его засыпают песком. Там, где грузовики ходят. Теперь это все искусственно засыпан полуостров. В общем, на сегодня наш тур по солнечной Дании закончился. Нахрен, дождь пошел, ветер, туман. Погода, короче, не алё. Вчера у нас, там, где я проживаю, было больше 30 градусов. К вечерам, конечно, пошел ливень, дождь, гроза была. Но тут это вообще ужасно. Я надеюсь, завтра будет хорошо, завтра паром у нас. На сегодня я с вами прощаюсь. Но это не с роликом. Ролик продлится завтра, так как я решил так сделать, то что приезд в Норвегию, заселение в дом, это будет еще одним роликом. Остаемся, смотрим. Для вас это секунда, момент. Ну, для меня, наверное, часов 12 пройдет времени. В общем, завтра встречаемся на пароме.